Прошлое мое видео было посвящено событиям, описанным в книге Откровения, и которые, как я считаю, должны были произойти спустя 5 месяцев после официального начала пандемии коронавируса. Если учесть, что официальная дата начала – это 11 марта 2020 года, то наступить они должны были соответственно к 11 августа 2020 года. Исполнились ли они в действительности? Затрубил шестой ангел, и я услышал как один голос, исходящий из рогов золотого жертвенника, который находится перед Богом, сказал шестому ангелу, держащему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных у великой реки Ефрата». Тогда 4 ангела, приготовленные для этого часа, дня, месяца и года, были освобождены, чтобы убить треть людей. Я сделал предположение, что речь здесь идет о Сирии, так как река Ефрат проходит через 3 современные страны – Турцию, Сирию и Ирак. И из всех 3 наиболее вероятным удар был именно по ней. 4 августа произошел взрыв в Бейруте. Этот взрыв был сопоставим с атомным зарядом как по мощности, так и по разрушительным последствиям. И от него пострадала треть или 300 тысяч человек. Примечательно, что греческое слово, переведенное как «освободить», также может быть переведено как «разрушать». На первый взгляд Ливан, в котором это произошло, не имеет ничего общего с рекой Ефрат. Однако в 1 веке нашей эры, когда апостол Иоанн записал это видение, современный Ливан был частью римской провинции Сирия. Примечательно, что в этот период исполнилось еще одно пророчество, на которое я не обратил внимания в прошлый раз, но которое также относится ко времени 6-го ангела. 6-й ангел вылил свою чашу в великую реку Ефрат, и вода в ней высохла, чтобы был приготовлен путь царям с востока. В середине июля поступили сообщения о рекордном обмелении реки Ефрат на территории Сирии. По сообщениям СМИ, уровень воды в реке упал на 20 метров, и вода в ней стала непригодна для питья. Вот что сообщает об этом местный житель. ليه انا عشان جو الدار هين بسم الله انا عايز المي نازل للمخبر هذاك يجي 50 متر 200 متر من اللي هناك 300 متر نزلت الميه من غرغوزة من الجسر من يوم قبر هذا المنكوش. Вторая часть видео была посвящена количеству зараженных, а также некоему поворотному пункту в борьбе с инфекцией, который произойдет спустя 5 месяцев. В конном войске было 2 мириады всадников. Я слышал их число. От этих 3 язв, огня, дыма и серы, выходящих из их постей, погибла 1/3 часть людей. Я сделал предположение, что к концу 5-месячного периода общее количество зараженных должно стать 20 миллионов человек. Так и произошло 10 августа, согласно официальной статистике. Более того, 11 августа произошло еще одно событие, заслуживающее нашего внимания. Россия объявила о создании и регистрации первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». Чем примечателен этот факт? Несмотря на то, что на момент регистрации эта вакцина еще не прошла 3-й этап испытаний, уже появилась информация о том, что, во-первых, вакцину планируют распространить на все население страны, во-вторых, пробирку с вакциной планируют привязать к конкретному человеку. Контроль при этом будет осуществляться через мобильное приложение. В связи с этим можно предположить, что в дальнейшем могут быть введены ограничения для людей, которые не будут вакцинированы. Подобно тому, как сейчас в России в общественных местах необходимо носить маски и перчатки, так в будущем для посещения общественных мест, возможно, будет необходимо быть вакцинированным. И контролироваться это будет через создаваемое приложение и специализированный аппаратный комплекс. Эта ситуация похожа на исполнение следующего пророчества из книги Откровения. «И он принуждает всех людей, малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, принять знак на правую руку или на лоб, чтобы никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, на ком есть знак, имя зверя или число его имени. Здесь нужна мудрость, имеющий ум пусть высчитает число зверя, потому что это число человеческое, и его число 666. Апостол Иоанн предлагает нам высчитать это название. В греческом языке, на котором изначально была написана книга Откровения, каждая буква в алфавите означала определенное число. Поскольку русский алфавит создан на основе греческого, мы также можем высчитать название вакцины «Спутник V».
Что плохого может быть в этом знаке? На первый взгляд, эта вакцина, наоборот, призвана защитить людей от опасного заболевания. Однако она еще до конца не изучена, и следующие пророчества проливают свет на последствия принятия данного знака. Первый ангел пошел и вылил свою чашу на землю. Тогда на людях, на которых был знак зверя, появились болезненные и злокачественные нарывы. Люди стали кусать свои языки от боли, но проклинали небесного Бога за свою боль и нарывы. По пророчествам из книги Откровения, массовая раздача так называемых знаков должна происходить при установленном багряном звере. Похоже, уже определена дата начала его восстановления.